Скоро Новый год, и я вам предлагаю в этом видео вместе со мной связать такого классного, прикольного Санта-Клауса. У него ручки, ножки и голова на суставах, поэтому он классно может принять любую форму и прекрасно смотрится на бутылке шампанского, на елочке, на бутылке Кока-Колы, ну и в принципе его можно повесить везде, где угодно. А вяжется он, как и все мои игрушки, довольно легко и просто. А я напоминаю, что вы на канале Татьяна Мединцева Вязание, и если вы еще не подписаны на этот канал, то обязательно подпишитесь. Здесь вы найдете много интересных и простых мастер-классов по вязанию игрушек. Также хочу напомнить, что в описании под видео вы найдете все ссылочки на мои соцсети, Instagram, магазин Etsy, где вы сможете приобрести мастер-классы в PDF-формате, а также на группу Facebook, где вы можете показать фотографии своих работ, связанных по моим мастер-классам. Подписывайтесь, буду очень вас там ждать. А высота этой игрушки 25-27 сантиметров. Вязать мы будем из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Красный цвет, это номер 318. Также нам понадобится немного черного 311 и бежевый 342. Кому нужны характеристики, состав. Вот все на экране. Борода у меня сделана из пряжи Alize Softy Plus. Белый цвет. Точный расход пряжи я скажу уже в конце видео, когда свяжу еще одну игрушку, и тогда смогу точно сказать. Крючок номер 4. Также нам понадобится ножнички, маркер, иголочка, суставы. Голова у нас на суставе 25 миллиметров. Такой нам один понадобится. Для ножек и ручек нам нужны будут суставы 20 миллиметров. По 2 штуки, получается 4 штуки в общем. А глазки у нас 12 миллиметров. Вот такие вот обычные. На безопасном креплении. Также наполнитель понадобится, тоже в конце видео скажу, сколько ушло. Еще понадобится такая вот ленточка тоненькая, чтобы мы могли приделать к ручкам, и Дед Мороз наш мог висеть на елочке, либо на бутылке шампанского, либо еще на чем хотите. Циркач такой. Все, можем начинать. Сейчас свяжем ручку, ножку. Видите, я одну уже связала, ручку и ножку. Вторую свяжем вместе с вами. Давайте начнем с ручки. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю в правом верхнем углу в подсказках. Кто не умеет вязать, обязательно посмотрите это видео. Там я подробно рассказываю и показываю все, что нужно для вязания игрушки. Мы делаем петельку, 2 воздушные петли, и в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. А затем 3 ряда, 3, 4 и 5 просто нужно провязать по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Вязание обязательно выворачиваем. Это у нас изнаночная сторона. Вот это вот лицевая. Вязание вывернули, все связали. Дальше у нас идет 6-й ряд. Будем вязать 4 столбика с накидом в одну петельку. Делаем накид, заходим в следующую петельку, в первую петельку следующего ряда,
Хватаем рабочую ниточку, вытягиваем ее. У нас 3 петельки на крючке. Хватаем рабочую ниточку, провязываем сначала первые 2 петельки. Теперь у нас 2 петли на крючке. Снова берем рабочую ниточку и протягиваем сквозь эти 2 петельки. Это у нас столбик с накидом. Один мы провязали. В эту же петельку мы заходим, таким же образом провязываем второй столбик с накидом. Сюда же в эту петельку мы провязываем третий столбик с накидом. И сюда же в эту петельку мы заходим и провязываем 4 столбик с накидом. Это мы пальчик вывязываем в ручке. И теперь нам до конца ряда нужно провязать 11 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида вяжем. Провязали. Дальше у нас идет 7-й ряд. Просто провязываем 15 столбиков без накида. В каждую петельку по столбику без накида вяжем целый ряд. Можете поставить маркер, чтобы себя проверить. И вяжем дальше. Это я провязала. Дальше у нас идет 8-й ряд. Вяжем 3 убавки в начале ряда. Я убавки делаю за передние стеночки. То есть зашла в одну петельку за переднюю стеночку, во вторую петельку за переднюю стеночку и провязала убавку. Поставила маркер, пометила начало ряда. Дальше берем 2 петельки за передние стеночки, провязываем убавку. Это 2-я. И 3-ю убавку делаем. Теперь вяжем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И до конца ряда остается 2 петли. Нам тоже нужно сделать убавочку. Вот мы провязали 8-й ряд. Дальше 9-й ряд. Нужно провязать 11 столбиков без накида за заднюю стеночку. У нас сейчас 11 петель в ряду. Мы будем брать только за заднюю стеночку петельку. Переднюю мы не будем трогать. Видите, в основном мы заходим за 2 стеночки, когда вяжем просто обычно. Теперь будем брать только за заднюю стеночку петельку. Тоже пометим маркером первую петельку этого ряда и вяжем дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы как в петельку вовнутрь заходим сверху. И вот хватаем эту заднюю стеночку. 10 и 11. Готово. А теперь нужно с 10 по 14 ряд включительно провязывать тоже по 11 столбиков без накида в каждом ряду, но только уже будем брать петелечку, как обычно, заходя полностью под обе стеночки. То есть мы полностью зашли в петлю, провязали, снова поставили маркер и вяжем самостоятельно с 10 по 14 ряд включительно по 11 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Достаю маркер, крючок, добавляем наполнитель. И сейчас вставим сустав. Сустав нужно вставить между 13 и 14 рядом. Вот у нас 14 последний, что мы провязали, и 13. Между ними нужно вставить сустав. Но ориентируйтесь по вот этим вот пальчикам. У нас есть левая и правая рука.
чтобы у вас просто сустав был вставлен с разных сторон, чтобы у вас просто не получилось 2 левых или 2 правых ручки. То есть в эту ручку я сюда вставила суставчик. Вот здесь вот я вставила между 13 и 14 рядом. Ну, смотрите, где, чтобы у вас рука потом нормально прикрепилась. То есть примерно вот сюда нужно будет вставить в одной ручке. Вот в этой я так вставила. Это у нас получается левая ручка, а это будет правая. Здесь мы вставим, сейчас провяжем, наверное, парочку убавок в следующей ручке, чтобы вставить сустав, потому что если я здесь вставлю, это будет далеко. Мне сюда нужно будет вставить, но мне не хватает провязанных петелек. Вообще у нас в следующем ряду, в 15-м, 5 убавочек нужно сделать и 1 столбик без накида. Вот мы сделаем одну убавочку, вторую убавочку, пока уберем, ставим сустав, видите, между 13 и 14 рядом, уже даже на 15 заходя, да, это у нас в правой ручке. Я так сделаю. Ну, примерно, как он будет. Сюда вот нужно, наверное, вставлять, да? Или сюда. Так, сюда вставлю сустав. Здесь его прячу. Вот так вот у меня будет, видите? Ну, можно было либо в эту петельку вставить, либо в эту. Пойдет и так. Так, 2 раза мы убавочку сделали. Нам нужно 5 убавок сделать в этом ряду. Кстати, нужно добавить еще наполнителя, потому что ручка прям совсем без наполнителя. Так, делаем 3-ю убавку. Четвертую. И 5-ю убавочку сделаем. И до конца ряда довязываем 1 столбик без накида. Ниточку обрезаем. Если нужно, добавляем еще наполнитель. Вставляем ниточку в иголочку и просто стянем вот это вот отверстие. Для этого мы проходим по петелькам в последнем ряду вот таким образом. То есть зашли в петельку и вышли. Проходим вот так вот по петелькам и стягиваем колечко. Все, теперь заходим в серединку, выходим вовнутрь куда-то, и здесь уже я завяжу узелок. Таким образом завязали. И с помощью крючка спрячу эту ниточку вовнутрь. Вот такая вот ручка готова. Нет, еще не готова, еще нужно обвязать. Обвязывать будем пушистой пряжей. Берем ручку вот таким образом. Находим тот ряд, это у нас был 9-й ряд, где мы вязали 11 столбиков без накида за заднюю стеночку. Вот его находим, у нас здесь хорошо видно переднюю стеночку, которая осталась. Видите, такие вот петелька по-другому выглядит. И мы будем хватать эту петельку, в любом месте заходим, хватаем рабочую ниточку, здесь вот делаем такую петлю, затягиваем. И теперь просто по кругу, заходя под переднюю стеночку 11 ряда, нам нужно обвязать полустолбиками с накидом. То есть сделали накид, зашли в петельку,
Схватили рабочую ниточку, у нас 3 петли на крючке. Мы провязываем за один раз. Вот это полустолбик с накидом. Зашли, сделали накид, зашли в следующую петельку под переднюю стеночку, схватили рабочую ниточку и 3 петли на крючке провязали за один раз. И вот таким образом, заходя под каждую петельку за переднюю стеночку, мы обвяжем ручку по кругу полустолбиками с накидом. По одному полустолбику с накидом в каждую петельку вяжем. Здесь делаем соединительный столбик и ниточку обрываем, обрезаем, как хотите. Этот хвостик выводим к этому, завязываем узелок. Эта ниточка длинная, я ее оборву. И просто эти хвостики прячем вовнутрь. Вот такая вот ручка должна получиться. Нам их нужно 2. Так что вторую вяжем точно так же, только суставчик вставляем уже с разных сторон, чтобы у нас была левая и правая рука. Теперь будем вязать ножку. Ножку начинаем вязать черным цветом. Делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше идет 3-й ряд. Вяжем 12 прибавок. Тоже в каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. И затем 2 ряда, 4 и 5, нужно будет провязать по 24 столбика без накида в каждом ряду. Вязание тоже выворачиваем. Это я провязала, вязание выворачиваю, как вам и сказала. Дальше идет 6-й ряд, вяжем 4 столбика без накида в начале ряда. 1 провяжу, поставлю маркер. Вяжу дальше 2, 3, 4. Теперь делаем 8 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И довязываем 4 столбика без накида до конца ряда. Провязали. Вот так вот выглядит вязание. В 7-м ряду снова делаем 4 столбика без накида в начале ряда. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем 4 убавки подряд. 1, 2, 3, 4.
И 4 столбика без накида довязываем до конца ряда. Вот такая вот красота получается. Следующий ряд 8, просто провязываем 12 столбиков без накида. В каждую петельку по столбику без накида вяжем. Это я провязала. Дальше у нас идет 9 ряд, вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Только мы уже будем делать это красным цветом. Чтобы поменять цвет, я просто захожу в следующую петельку, хватаю ниточку красного цвета, протягиваю ее и провязываю столбик без накида. Здесь красную и черную ниточку я связываю между собой узелком. И черную обрезаю. Дальше буду вязать красным цветом. Эти хвостики прячу вовнутрь. И вот 1 столбик без накида мы провязали. Дальше нужно сделать прибавку, то есть провязать 2 столбика без накида в 1 петлю. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик без накида, 1 прибавка. 6 раз нам так нужно сделать. Это мы уже сделали 3-й раз. Дальше вяжем столбик без накида, прибавка, это 4-й раз. Столбик без накида, прибавка, это 5-й раз. И столбик без накида, прибавка, это 6-й раз. А теперь нам с 10 по 14 ряд включительно нужно провязать по 18 столбиков без накида в каждом ряду. То есть просто вяжем в каждую петельку по столбику без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 15 ряд, вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, и так делаем до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала, пока уберу маркер и крючок, добавлю наполнитель и вставим сустав. Сустав будем вставлять между 13 и 14 рядом. Вот в 9 ряду мы поменяли цвет. Считаем 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот между 13 и 14 рядом вставляем сустав. Либо в эту петельку, либо в эту. Как вам больше нравится. То есть смотрим примерно, понимаем, как он у нас будет выглядеть в игрушке нога, и вставляем сустав. Это вот в одной ножке я так вставила сюда. Это у нас получится левая ножка. Ну а в правой ножке, соответственно, нужно будет в другой, на другой стороне вставить суставчик. Поэтому снова контролируем этот момент. Вот считаем здесь 9, 10, 11, 12, 13, 14. То есть вставляем сустав тоже между 13 и 14 рядом. Я вставлю сюда. Я больше люблю, чтобы у меня ножки вот так вот выглядели. Поэтому я вставляю сюда. Суставчик вставили. Вот так вот у меня будет. То есть снова контролируем этот момент, чтобы у вас была левая и правая ножка. Добавляем еще наполнитель. И в 16 ряду делаем 6 убавок подряд. Один, два, три, 4, 5, 6.
Ниточку обрезаем. Я соединительный столбик не делаю. Просто обрезаю ниточку, вытягиваю ее. Если нужно, добавляем еще наполнитель. Я чуть-чуть еще добавлю. И снова, как и в ручке, вставляем этот хвостик, ниточку в иголочку, протягиваем по петелькам. Вот таким образом заходим по петелькам. И стягиваем отверстие. Заходим в серединку, выходим где-то вовнутрь. Видите, как все красиво у нас. Здесь завязываем узелок. Вот таким образом. И ниточку прячем вовнутрь. Я ее протягиваю по вязанию. Здесь просто обрежу. Вот так вот. Сейчас нужно обвязать вот этой вот пряжей пушистой. Снова берем ножку вот таким образом. Здесь мы будем заходить на стыке цветов. Вот у нас красный, черный цвет. Мы заходим полностью под один ряд на стыке вот этих вот цветов. Хватаем ниточку пушистую и провязываем тоже полустолбиками с накидом вокруг. В каждую петельку заходим. То есть мы делаем накид. Заходим под петельку полностью, провязываем полустолбик с накидом. Тут ниточки подтянули. Снова сделали накид и заходим на стыке цветов полностью подряд. Один. Вытягиваем рабочую ниточку и провязываем полустолбик с накидом. И вот таким образом мы будем провязывать вокруг. То есть здесь можете даже не считать петельки, и даже если вы провяжете больше петелек, сделаете в какую-то петлю, под какую-то петельку сделаете 2 полустолбика с накидом, но это видно сильно не будет, поэтому можно не заморачиваться. Просто вот мы заходим на стыки цветов и провязываем. Видите, как у нас получается. Так, заканчиваем, делаем соединительный столбик, следующую петельку, ниточку обрезаем. Этот хвостик мы протягиваем к тому хвостику, завязываем узелок. У меня одна ниточка длинная, поэтому я ее укорочу. И вот эти вот ниточки прячем вовнутрь. И вот такая вот красота получается.
2 ножки готовы. Когда у вас готовы 2 ножки и 2 ручки, дальше будем вязать тельце и вставлять ручки и ножки в тельце.